Здравствуйте! На предыдущем уроке мы перечислили основные инструменты денежно-кредитной политики центральных регуляторов, центральных банков. Среди них регулирование официальных резервных требований, операции на открытом рынке и изменение учетной ставки. Однако, как сложилось на протяжении последних 10-12 лет, особенно после кризиса 2008 года, стандартные методы мягкой денежно-кредитной политики, которые направлены на стимулирование развития национальной экономики, оказались безрезультативными в том смысле, что мягкая политика подразумевает под собой повышение ликвидности путем впрыскивания определенного количества денег в национальную экономику. Для этого центральный регулятор обычно приобретает государственные краткосрочные облигации у коммерческих банков, для того, чтобы на вырученные деньги другие участники рынка могли использовать их в качестве кредитных средств или по любым другим, любым другим способом. Но в 2008 году сложилась такая ситуация, что кризисное состояние экономики пришлось на тот момент, когда ставка Федеральной резервной системы находилась около нулевой отметки. И проводить подобные операции путем скупки государственных краткосрочных облигаций, ставка которых находилась около нулевой отметки, было уже нецелесообразно. В этом случае Федеральная резервная система приняла решение о программе так называемого количественного смягчения. То есть, в отличие от стандартной стимулирующей политики, которая заключается в скупке краткосрочных государственных облигаций, Федеральная резервная система приступила к выкупу ежемесячному на определенную сумму долгосрочных государственных облигаций для того, чтобы регулировать рыночные ставки. Первое решение о запуске программы количественного смягчения, так называемой Q1, было принято в ноябре 2008 года, и средства, полученные путем ее реализации, были направлены на скупку долгов различных предприятий Соединенных Штатов Америки. Программа QE1 имела целью скупку спасения крупных предприятий, разруливание накопившихся долгов между разными предприятиями, корпораций и банков. Суммарный объем программы количественного смягчения первой составил 1,7 триллиона американских долларов. Следующая программа, так называемая QE2, была анонсирована в ноябре 2010 года. Было принято решение на проведение новой программы скупки финансовых активов на сумму около 600 миллиардов долларов. Третья программа была анонсирована в сентябре 2012 года, и она длилась до ноября 2014 года. В связи с этим хотелось бы рассмотреть, как реагировали рынки на эти действия регулятора. Так, например, после того, как в конце октября 2014 года Федеральная резервная система заявила о сворачивании третьей программы QE3, на рынке мы наблюдаем резкое укрепление американской валюты от доллара США относительно других. В качестве примера рассмотрим график евро-доллар на дневном таймфрейме и график доллар-швейцарский франк на 4-часовом таймфрейме. Как видно из приведенных графиков, зафиксировано существенное укрепление американского доллара в течение буквально нескольких дней. Так, евро относительно доллара, за который до момента анонсирования завершения программы QE3 торговалась в районе 1.2750, то буквально в течение 3-4 дней евро ослаб до отметки 1.2350, то есть это почти 3,5% ослабления евро относительно американского доллара буквально за несколько дней. Аналогичная ситуация сложилась в другой паре, это доллар-швейцарский франк. После объявления о сворачивании программы Q3 швейцарский франк подешевел относительно американского доллара на 3,5% с отметок 0,944 до 0,976. То есть это существенные ценовые движения. Как мы видим, действия регулятора приводят к достаточно существенным ценовым изменениям на рынке. И, соответственно, таким образом Федеральная резервная система в своих действиях регулировала, в том числе и оказывала воздействие на курсовую стоимость американской валюты. Наряду с основными инструментами действий центральных банков существенное влияние на курс национальной валюты имеет и текущее состояние национальной экономики. На следующем уроке мы рассмотрим основные показатели, которые характеризуют ее состояние и динамику ее развития.